Сегодня интересный маршрут. Сюда Новобобровка, пойдем на гору Сюндерлюк-Абасы. Почему Новобобровка? Не знаю. Никто никогда никаких бобров в Крыму не видывал. Так что это название на совести авторов. Итак, из села через мостик выходим к оврагу Бакузен. Протяженный овраг, он начинается аж на Макорском перевале. Первую часть пути пойдем по верху оврага. Через некоторое время будет ответвление вправо, небольшая тропка. По ней нужно спуститься и посмотреть красивые гроды и трехкаскадный водопад. Вернуться точно так же на основную тропу. Далее приходим к слиянию речки Бага. Да, я забыл сказать, что по дну оврага Бакузен протекает речка Бага. Вот, слияние Нижней Баги и Баги. Нижняя Бага речка пересыхающая, воды в ней в этот раз не было. Вместо слияния четко заметна такая большая каменная плита, вымытая водой. После слияния речек маршрут уже идет по дну оврага, непосредственно по самой речке. Овраг является хорошим линейным ориентиром. Здесь не заблудитесь. Источник Намали-Чакрак. После него речка делает вот такую характерную петлю. За петлей мы переходим речку и начинаем подниматься по руслу сухого оврага. Поднимаемся, обходя вот эту высоту 504 стороной, не лезем на нее в лоб. Овраг нас в итоге приведет к хорошо накатанной лесной дороге, по которой мы пойдем дальше. Вот здесь будет хороший ориентир, две петли на дороге. Вот видно маленькая петля, дорога раздвоилась, сошлась, и вот большая петля, дорога раздвоилась и опять сошлась. Вот за этим ориентиром мы сворачиваем по косульным тропкам и идем напрямую к вершине через лес. Ну, тут тропок много, но главное все время идти вверх, а не вниз. В итоге примерно здесь мы воткнемся в туристическую тропу, хорошо натоптанную, и по ней поднимемся уже на вершину. Там сложен турик. От турика мы по западной тропинке пойдем вот на каменистое поле и выйдем к пещере. Обратно мы шли немножко другой дорожкой. Здесь мы пошли хорошо натоптанной туристической тропой, на косуле вот эти тропы не сворачивали. Вот эта хорошо натоптанная тропа опять-таки выводит нас на лесную дорогу, по которой мы и возвращаемся туда, откуда пришли. Ну вот выходим опять практически к этим двум петлям. Далее точно так же спускаемся по дну оврага вот этого высохшего ручья к речке Баги и по ней возвращаемся в село Новобобровка. В этот раз мы, конечно, вышли уже затемно, это нехорошо, особенно на незнакомой местности. Выходить нужно по-светлому. Находимся мы в селе Новобобровка. Собираемся идти в пещеру Сюндерлюк-Аба, которая находится на одноименной горе Сюндерлюк-Абасы. Сейчас вышли уже за границу села. Здесь вот этого раньше всего не было, этих хибар натыканных, но сейчас все заботливо перегорожено заборами. Обошли, вот тут просочились, и сейчас будем подниматься. Достаточно прохладно. Дашечка вот улыбается. Уже вся в нетерпении. Где-то ехали, было, термометр в машине показывал +3 всего. Ну, хорошо, что нет ветра. Сейчас идем вдоль оврага. Это тут вот может быть видно сухая речка, она вся высохла. Это вообще русло реки. Забыл, как называется, но потом по карте посмотрим. Все, вперед. Вдоль всего оврага идет хорошо протоптанная тропа. Тут пока не заблудишься, ни навигатор, ничего не достаем, ни карта, ни компас. Да еще и вон красные метки накрашены для тех, кто, если вдруг кто не понял, что надо идти по тропе. Все очень красиво. Знаешь, сразу одышка, пока еще в ритм не вошли. Ну, ничего. Воздух можжевеловый, горный. Сейчас раздышимся.
И все. Второе, третье дыхание откроется. Побежим. Еще рано. А речка-то, оказывается, и не пересохла вовсе. Вот это прозрачность. Все-таки хочется плюхнуться, жалко, полотенце не взяли. Это неожиданно. Я думал, она опять вся высохла. Внизу русло сухое, а тут такая прекрасная вода бежит. А речка прям продолжает радовать. Хо-хо-хо, там какие-то водопадики будут. Что-то мы уже не посмотрели, мы сразу нацелились идти на пещеру, а тут вообще-то есть чем еще заняться и что еще посмотреть. Грот очень красиво выглядит, кстати. Маленький, но прикольный. Тут все вот в таких гротиках. Ну, не обошлось, конечно, небольшого свинства. Вот. Очень надо было машину сюда притащить, это просто было очень важно, необходимо. Но вот здесь вот такое маленькое озерцо, прозрачнейшее. А за ним, да, за ним водопадик маленький. О, а там еще целый каскад скрывается. Очень красиво, но только встает вопрос, а как же нам идти дальше? Нам надо идти дальше по руслу речки. Как мы туда пройдем, пока не очень ясно. С другой стороны еще один грот. Ну вот эти гроты 100% были обитаемы, надо будет по них прочитать там в древние времена. Потому что очень удобно. Грот глубокий. Вот внизу идет понижение, то есть его объем не так большой, его можно отопить костром вот уже в этой части. Если вот здесь разводить костер, то там будет капаться теплый воздух, там себе вполне можно находиться даже в зимнюю погоду. Во-вторых, место достаточно глухое, то есть вот сюда подход возможно только по одной тропинке. Здесь склон, а вот там мы видели озеро. И тут же рядышком водичка. Нет, однозначно эти места были хорошо обжиты. Прям со всеми удобствами. Там дальше прохода нет уже по речке. Поднялись наверх. И сейчас обходим его сверху. Сейчас интересно будет посмотреть, как он выглядит, вся эта красотища сверху. То есть там можно будет подойти. Ну и может не подойти, может подползти. Вот вид сверху.
Тропинка снова к речке вышла. И она, похоже, так вдоль речки сейчас и пойдет где-то с километр. Очень необычная. Совершенно неожиданная для нас тропа. И ванночки. Это еще сейчас засушливый период крайне. А тут, когда весной, здесь, вот, наверное, вот тут все эти течет, переливает и перекатывается эта вода. Здесь вот по этим самым камням, да, они вытащены все. Натоптанная тропа вот уходит наверх, влево. Но это совсем отклонение от нашего маршрута. Мы сейчас попробуем пройти по руслу, если получится. Здесь вот пройти можно вот сюда, а как там дальше. Нам надо еще где-то метров 500-600 пройти. И заворачивать направо начинать. Сейчас будем пробовать. Непонятно пока, на что там. Но очень красиво. По низу, по самому руслу, к сожалению, не замочив ног, не пройдешь. Поэтому вот немножко подняли, здесь опять тропа натоптана идет. Ну вот тут мы вообще никак бы не пролезли, тут как по воде, если разбуваться и топать. Ну сейчас вот, наверное, не тот не сезон. По лесу идет кладка, достаточно старая. Не знаю, что это, зачем. Прошел уже метров 200. Тут Наташа говорит, смотри, говорит, идет кладка какая-то, говорит. Смотри, правда. Ничего она здесь не ясно. Сплошные загадки. Ну вот, опять пошло по речке дорожка. Да, камни скользкие очень. У нас еще кроссовки не для такого лазания. Надо смотреть, как вот то вверх, то вниз приходится лазить. Но тут мы сейчас не пройдем, опять придется обходить по верху. Да, дорожка очень медленная, красивая. Но проходить надо аккуратно, вдумчиво, ни в коем случае не спешить. Сейчас полезем в обход. А вот, все, кажется, просто. Прямо в скалах здесь растут просто какие-то огромнейшие дубы. Ну, до Крыма огромнейшие. Он даже здесь не помещается. Кстати, хорошо, что сейчас лес пустой от листьев, и вот можно рассмотреть такие вещи. Что, маленький водопадик. Надо его заснять.
Вот еще одна каменная кладка. Это видно, что современное изготовление. Поверху цементика немножко пустили. А вот трубы асбестные. Так что это что-то современное. Ну, сравнительно современное. Лет так 50 назад построенное. То ли стенки, чтобы вот сюда перегораживать немножко это русло речки, чтобы сюда не выносило камни и грязь. Да, похоже, это именно в плане, чтобы грязь сюда не ползла в речку, не засыпала ее русло. У меня чуть-чуть налет мха прям под водой. И когда я вводил такой оттенок серовато-зеленый. Еще вот такой вот облагороженный родничок. А, это лилия. Дикие. Очень хорошо, правильно сделаны. Интересный каскадик. Как будто в камни сложенный и залитый бетоном. Такая. На самом деле это естественное творение. О, еще немножко каскадиков. Еще немножко чистейшей воды. Мы сейчас будем уходить вправо от речки, уже выбирать вверх. Наверное, уже больше на сегодня не снимем ничего водного. И узору на камне. Вот еще одна ванночка, мы сейчас все вдоль речки идем. Вот от этой ванночки надо подниматься направо в гору. Вот так вот идем сюда. Тут тропа не натоптана совершенно. Ну, будем сейчас топтать. Здесь вот тоже русло ручья. А сейчас будем так вот пойдем вверх с набором высоты. Нормально, лес не сильно заросший, можно будет пройти нормально. Вот прошли мы вдоль этого русла сухого ручья. Сейчас начинаем от него склоняться вправо, уже с подъемом. Да, тропинок почему-то нет никаких. Выбрали какой-то оригинальный маршрут, видимо. Ну, GPS работает. И это вселяет уверенность. Ну, какие огромные. Жалко, что совершенно бесполезные. И ничего с них не делать, без трутовиков. Вот, растут. Ну вот, мы поднялись наверх, вот от русла ручья сухого. Выше наверх. Кстати, здесь вот как раз исток этого
ручья и начинается вот такая маленькая балочка, видно впереди. И теперь нам надо забирать чуть-чуть правее. Тут опять никаких тропинок не видать. О, достопримечательность. Да, старинное дерево. Это леший прямо. И с дуплом. Но там никто не живет. Ну, также идем вот в верховьях этого русла сухого ручья, в котором поднимались. И оно теперь нас выводит. Вот, похоже, его исток, кстати. Вот он. Такая вот ямка, наверное, отсюда роднички когда-то бьют, когда. Так, а нам надо идти прямо вот на этот огромный, такой бук характерный. И за ним уже просматривается это синдюрлю колбасы. Наверное, на нее надо лезть. Потом подробнее по карте маршрут еще раз пройдемся, а то уже, конечно, можно и запутаться. Деревья эти старинные, самые необычные, представляют из себя формы. В навигации случился провал, GPS потух. Понятно, окрестности Севастополя, что его никогда и не бывает уже. Да, теперь на подъеме вышли на такую дорогу накатанную. И теперь идем по ней. Сейчас поднимемся наверх, смотримся, пойдем куда дальше идти. Пока, в общем, полагаемся на интуицию. Да, на нее полагаться-то, конечно, не всегда можно. Тут идут метки. 2 белых полосы и синяя. Ну, что это за маршрут, мы не знаем. Ну, по нашим ощущениям, поворачивать надо вот здесь. Так, вот это камни достаточно запоминающиеся. Вот пошла незаметная тропинка. Ну, интуиция-то не подведет. Чуечка. Редко подводит. Ну, зато когда уже подводит, так что уже потом это приходится возвращаться иногда и в темноте. Ну нет, я чувствую одним местом, что мы идем правильно. Да. И все сюда. Сейчас выйдем в просветы. Ага. Вот так вот. И вот эту сторону. Ну вот расчет на то, что все время идти вверх, и выберемся на вершину, оказался верным. Вышел на такую вот большую тропу растоптанную. Здесь присутствует четкий ориентир. Слева квартальный столбик, на котором очень полезные изречения кто-то делал. Тоже думали, что заблудились, конечно. Вот это вот неуверенность, что может не на ту вершину вышли, а может быть мы ее обошли с другой стороны. Она, конечно, та самая, немножко нервы пощекотала. Но все хорошо. Вышли четко куда надо. Вот уже вершина, это Сюндерлю. Вот и турик сложенный. Сейчас покрепимся. И от турика пойдем вот туда. Если взять нам
компас. Это у нас будет. Туром мы идем. А ну-ка. Да. Так. От Тура нам практически идти надо на запад. Небольшая обзорная видюшка с вершины Сюндерлю. Как раз подкрепились. Сейчас пойдем искать входы в пещеры. Вот хорошо видно человеческое водохранилище. Вернее, то, что от него осталось. 2004 год, в Крыму засуха. Раньше как-то ситуацию управляли за счет Днепровской воды. Но в ближайшие годы там, или даже десятилетия на нее надеяться уже не приходится. А людей все едет больше, отдыхающих больше. Постоянно на место жительства тоже приезжает очень много. Вот, всю воду-то и выпили. С тропы, идущей на запад, сворачиваем влево. Вот такого большого такого можжевельника. Тут такие начинаются каменистые поля. Сейчас пойдем искать входы в пещеру. Здесь есть маленькая проблема, совершенно неожиданно оказалась. Обычно, когда идешь к какой-то достопримечательности, то всегда натоптана тропинка есть. Тут, кроме таких нет мест, чтобы не было натоптано тропинок. А здесь дело в том, что ходит очень много косуль, судя по следам их пребывания. Поэтому здесь очень много тропинок. Но это косули тропинки. Они идут туда-сюда, во всех направлениях ведут. И вот это вот сбивает с толку. GPS не работает. Косули натоптали много тропинок. Сейчас будем что-то это... Опять вся надежда на чуйку. Вот с этого каменистого грота чуть вниз по косульным тропам. И вот уже видно такой провальчик. В стороне буквально метров, не знаю, 150, наверное. Насколько я понимаю, это первый вход в пещеру. Она имеет два входа по описанию. Даже не знаю, они соединяются между собой, или это просто два входа и там дальше завал. Сейчас будем смотреть. Ну, тут так достаточно круто. Ну, с палочкой-то мы спустимся. Так. Где-то здесь рядом должен быть второй вход. Пардон, заговариваюсь уже. Находились, что уже это... Вот и он. Вот и он. Тоже такой же провальчик. Похожий по конструкции. Ну, здесь спускаться легче. Вот. Табличка. Никто не сомневался. Пришел куда надо. Так, ну все. Сейчас мы немножечко посидим, оденем фонарики. Будем смотреть, что там делается внизу. Да, пока светло. Сейчас пройдемся. Вот там уже, видишь, свет вот видно справа с того входа. Стенки интересные, желтые. Свет потолка. Написано, что пещера 175 метров в длину, но это было до того, как она обвалилась, я так понимаю. А сейчас тут осталось далеко не 175 метров. Смотрим. Вот сразу выход к второму входу видно. Второй вход не такой удобный, как первый.
Вот этот интересный цветной потолок, который присутствует во всех описаниях. Действительно необычный. Вот какие-то мраморные узоры. Здесь вообще сверкают, переливаются капельки. Интересно, передастся ли на камере. Так. О, да. Как светоотражающая краска, как будто бы. О, и весь вот так. Пещерка небольшая, но выглядит очень привлекательно. И вот такой снижается свод. И здесь уже надо уже на четверенечках. Мы специально оделись не сильно чисто, поэтому ничего страшного. По такому тоннельчику двигаемся. И вот пташечка там лезет. Ну-ка, сейчас мы ее увидим, наверное. О, Мне страшно. да. Ой, интересно. Не бойся, все будет хорошо. О, здесь красиво. Ну тут тоже Что за надписями надписи? исковыряли. Это разве наша надпись? Да, конечно, да. Уже наши надписи. Ну, так она вот выглядит. Если посмотреть. Сейчас мы пойдем туда. Вот оттуда мы пришли. Сначала пещера. Идем дальше. Да, разноцветные стены, прямо классно. То белые, то черные, то красные. Небольшая лужица. Так, тут спуститься не получится, надо возвращаться. Так, ну тут немножко придется сейчас извозюкаться. Ну, нормально. Дело для пещер. С пещеры никогда чистыми не вылазят. Давай. Давай, подсвечивай. Да, еще один зайчик. Здесь совершенно, ну, не то что совершенно неожиданно, мы же читали про это, что здесь очень много человеческих останков. Ну, вот они
имеются в наличии. Так, потом происхождение, наверное, потом попытаемся их объяснить. А может быть и нет, может быть и сейчас прям. Так, еще ход идет небольшой, еще ход есть. А сейчас мы пролезем уже в последнюю, я так понимаю. Посмотрим, что там. Наташка дальше не полезла, не захотела пачкаться. Я вот полез еще на один зал дальше. Здесь такие вот белоснежные натеки. Потом еще немножко, я думал, это последний уже. А там еще уходит. Еще вон видно. Тут уже, конечно, мокро, грязно. Но, тем не менее, красиво. На полу мокро, грязно, а стены, потолок красиво. Главное не чебурахнуться. Потому что идти, светить, снимать, еще и смотреть под ноги, это, однако, такое себе развлечение выше среднего. Так, еще один маленький зальчик. Это, я думаю, уже последний из доступного. Ну, по идее, должно быть дольше, но часть, говорят, обвалилась. Так, смотрим последний зал. Да, тут даже конец уже. Да. Вот тут завал, тут видно дальше. Где-то вот зал, который обвалился дальше, следом, не знаю. Но сейчас тут уже больше нигде не пройдешь. Такая пещера Сюндюрлю. Надо обратить внимание, что все стены пещеры и свод, они прям кажутся закопченными, задымленными такими, как будто здесь в этой пещере когда-то горел огромный костер очень долго. Ну, скорее всего, именно с этим фактом и связано название пещеры Сюндюрлю, что означает потухшая. Да, то есть пещера, в которой когда-то в недрах пылал огонь, а потом она потухла, и остались только такие закопченные залы. Скорее всего, дело в этом. Ну, у меня однозначно сложилось такое впечатление, что пещера сильно как-то закопченная.
петление. Оно очень маленькое, тупиковое. Здесь вот свод, видимо, отвалился как раз таки. Это, наверное, вот здесь вот был второй зал. Вот, скорее всего, здесь. Да, этот зал надо раскапывать. И тогда можно еще увидеть, что же там в глубине второго зала Сюндерлю-Кабы. Ну, эта работа очень тяжелая, копание завалов в пещерах. Да, точно не наш выбор. Все, мы все посмотрели. Сейчас надо возвращаться обратно, сейчас темнеет рано. По поводу человеческих останков в пещере. Ну, во-первых, их стало очень мало. Только какие-то осколки костей. На фотографиях 2003 года их было значительно больше. Сейчас еще цельные черепа встречались. Но, видимо, все разобрали на сувениры. Крымский сувенир. В интернете их происхождение объясняется в основном легендой. Ну, типа это остатки христианского населения, которого было уничтожено турками при захвате Крыма. Якобы люди здесь спрятались в пещере, турки их выследили, развели большой костер, и в итоге пошел дым внутрь пещеры, все там задохнулись. Ну и якобы именно поэтому пещера названа Сюндерлю, то есть погасшая. Мне такая версия представляется неправдоподобной. Во-первых, потому что, как мы видели, скорее всего, название погасшее это из-за черного налета на стенах. А такой черный налет не мог никак появиться там от костров, которые жгли там день-два, то и меньше. А во-вторых, ровно такая же легенда используется для объяснения о пещере Тысячеголовой на Четвердаге. Там в путеводителях 1800-х годов, 18 век, тоже указывает, что очень много костных останков, черепа там навалены прям горами. Ну, сейчас это, конечно же, я это лично не застал. Да? Ну, почитайте путеводители по Крыму, там это есть. Скорее всего, и Тысячеголовая, и Сюндерлю это были места захоронения каких-то татарских племен. То есть технология у них была следующая. Покойников помещали в какие-то каменные ящики, либо в каменные ниши, замуровывали это все аккуратненько раствором известковым, чтобы не было запаха, и человек там, ну, точнее останки человека там лежали 2-3 года, пока они исследуют мягкие ткани. Потом это все скрывалось, останки доставались и тщательно отмывались в воде. Я думаю, что отсюда пошло, кстати, поговорка «перемывать косточки». Вот, и затем эти чистые кости уже складывались в костницы, в места захоронений. Вот в такие пещеры, либо есть аналогичное вот помещение в Качкальоне. Потом я выложу как наши съемки по Качкальону, там будет про эту костницу. Так что, скорее всего, объяснение вот такое. Вот обратно мы идем уже по широкой тропе. Вышли вот на дорогу. Мы с нее раньше свернули на Косулиной тропке, а вот, в принципе, надо сворачивать здесь. Здесь запоминающиеся ориентиры. Так, посмотрим, куда дорога выходит. Мы, конечно, по ней до конца не пойдем. Сейчас нам по ней надо будет где-то отвернуть вниз и спуститься обратно к речке. Смотрим, где это. Да, с ориентированием и навигацией. Ага, в этом походе у нас просто какая-то атас. Ну вот, мы нашли эту ямку. Это вот начало высохшего русла, по которому мы поднимались. Ну все, слава богу. Сейчас мы пойдем по нему. Упремся в речку, а там мы даже и в темноте-то вернемся. Здесь вообще очень тяжело ориентироваться.
Потому что, собственно, кроме деревьев ничего не видно. Вот там вот бродили туда-сюда. И вот хорошо, что вышли на это русло сразу. Ну хотя вот некоторые деревья запоминаются, да. Вот впереди разваленный такой бук, в котором мы сфотографировались. Вот это. Значит, мы здесь были, да, точно это то русло. Значит, мы по этому руслу идем вниз до речки, название которой я не помню. Вот, посмотрим потом по карте. О, да, здесь мы фоткались точно. Только с другой стороны, да? Да, вот оно. Вот оно, это дерево. Вон это. Точно, вот оно. Вот это дупло. А вот и Наташечка. Ну вот мы спустились под этому овражку, по ручью, по руслу высохшего ручья. Уже знакомы нам ванночки. За 5 часов. Очень темнеет быстро, особенно в лесу. Но теперь мы уже точно не заблудимся. Фонарики у нас есть, так что мы, я думаю, выгребем где-нибудь уже минут за 40. А вода-то, а. Красота. Купнулся бы сейчас. Да холодно. Уже начинаем плутать, уже не на ту тропинку свернули, вернулись. В сумерках вроде бы все то же самое, но выглядит по-другому. Уже сбиваешься. GPS таки не заработал. Осталось недалеко. Ну, все-таки мы дождались темноты. Осталось уже немного, меньше километра, я думаю. Но все равно эти лесные тропки с фонарем ходить не так удобно. Хоть не туда. Возвращаемся. Я говорю, ну то там тоже была тропа. Да. Конечно, однозначно лучше не доводить до ночных этих походов. Ташка, мы ходили вверх, не помнишь? Не, мы нашли там. Мы шли, нет, мы спускались. Мы где-то по низу нашли, да? Тропа здесь должна быть. А, вот она вроде начинается. Вот она. Да. Нашли. Да. Нашли тропу. Мы нашли тропу. Наташа нашла тропу. Всегда лучше выходить засветло.